Всем привет, друзья! Вы вновь на канале «Мы в Испании», и вновь мы рассказываем о жизни в этой замечательной стране. Тема сегодняшнего нашего ролика – 7 вопросов, которые следует задать себе перед переездом в другую страну. Вопрос первый. Почему вы переезжаете в другую страну? Здесь причин может быть множество, и этот вопрос тоже стоит задать себе перед переездом. Хочу сказать, что, конечно, я в данном ролике буду опираться на опыт нашей семьи и наших знакомых. У всех причины бывают разные, почему люди выезжают. Если это не вынужденный переезд в нынешних условиях, а у вас терпит ситуация, и она не является срочной, когда люди не успевают задать даже себе вопрос, ситуация у вас, допустим, не срочная, то стоит задать себе такой вопрос. Может быть, у кого-то это смена климата, поправка здоровья, для кого-то это желание учить детей в другой стране, для кого-то это новый опыт, новый старт в своей жизни. Но обязательно стоит задаться вопросом, почему вы переезжаете в другую страну, именно, например, в Испанию, что здесь вас так привлекает, какие у вас есть мотивы к переезду. Вопрос второй, и тоже очень важный, где вы будете жить в новой для вас стране. Стоит озадачиться этим заранее, не надо полагаться на то, что, приехав в новую страну, например, в Испанию, вы здесь быстренько все найдете, потому что в каждой стране есть свои варианты, есть свои условия сдачи жилья в аренду. Например, в Испании у вас могут попросить трудовой договор на год, для того, чтобы убедиться, что вы работаете здесь, и у вас есть средства на оплату арендных платежей. Либо могут попросить сразу арендную плату за весь период, то есть за год вперед. Поэтому мы всегда советуем посмотреть жилье заранее, советуем посмотреть сайт Идеалиста, ссылочка будет в описании под видео, там вы можете посмотреть аренду, покупку, продажу, цены в разных локациях, в разных местах Испании. Но, еще раз скажу, не надо полагаться на то, что вы здесь быстренько снимете все в аренду. Озаботьтесь этим заранее, узнайте рынок, посмотрите все цены, тем более, если вы едете всей семьей и тем более, если вы едете с детьми. Вопрос третий, тоже, который стоит себе задать, если тем более вы едете с детьми, где будут учиться ваши дети. Потому что в Испании существует 3 вида школ, это частные, получастные и государственные. Стоит заранее узнать о школах, которые будут находиться в той локации, где вы будете жить. Для этого можно узнать в соцсетях, добавиться, спросить других родителей, узнать отзывы о школах, погуглить, посмотреть, выйти на сайты их, собрать как можно больше информации для того, чтобы знать, где будут учиться ваши дети. Кроме того, что тоже очень важно и частые вопросы, если ваши дети занимаются какими-либо видами спорта, например, или ходят в какие-то секции у себя дома, узнайте, пожалуйста, заранее тоже, есть ли такие секции здесь, в Испании. Нас спрашивали про фигурное катание, про шахматы. Вот тоже стоит заранее узнать, чтобы у детей не было стресса, чтобы переезжали дети комфортно и здесь тоже находили какие-то для себя занятия внешкольные. Вопрос четвертый. Где вы будете зарабатывать на жизнь? Как вы будете зарабатывать на жизнь в новой для вас стране? Здесь различные варианты существуют по опыту других людей. Либо это будет у вас сбережение. В любом случае, переезжая в новую страну, мы бы рекомендовали все-таки накопить какие-то сбережения, определенную подушку безопасности. Может быть, это будут какие-то пассивный доход, сдача в аренду жилой или коммерческой недвижимости, получение каких-то дивидендов. Ну и также изучите рынок труда. Если вы хотите находить себе новую работу на новом месте жительства, стоит заранее изучить рынок труда, рынок вакансий, которые есть, например, вот в Испании, и знать уже, соответствуете ли вы тем требованиям, предъявляемым к той или иной вакансии, языковые требования, какие-то навыки, дипломы. Кому-то приходится здесь homологировать свой диплом. В основном всем приходится изучать испанский
испанский язык. Мало каких специальностей, какие специальности и вакансии есть, где не нужен испанский язык. Но в любом случае стоит изучить рынок труда той страны, того места, того города, куда вы собираетесь переехать. Это можно сделать и в соцсетях, можно погуглить, спрашивать людей, смотреть каналы, и добавляться в соцсети, в различные группы, изучать, искать сайты и заранее готовить это все, как мы говорим, на берегу, чтобы здесь не было такого, что вы можете приехать, вы можете не найти работу, у вас нет сбережений и нет пассивного дохода. Это, конечно, трагично. Поэтому вот этот 4-й вопрос, он тоже очень важный. Вопрос 5-й, он тоже очень важный. Если у вас все документы на то, чтобы подать на визу той или иной страны, в частности Испании. Испания предъявляет различные требования к получению визы. Их можно узнать в консульство, подъехать и выяснить, какие документы вам нужны, на какую визу вы будете подаваться. Ну, как правило, это деньги, как правило, это место жительства, медицинское страхование, справка о несудимости, медицинские справки из страны, в которую вы переезжаете, что у вас нету каких-то опасных заболеваний для новой страны. В общем, есть свой список документов, можно заранее их изучить, эти списки для той или иной страны. Но сейчас мы говорим об Испании, поскольку мы здесь живем. И по этому списку просто прикинуть, все ли документы вы можете собрать на всю семью, например, если у вас есть дети или какие-то пожилые родственники, с которыми вы собираетесь переехать, хватает ли у вас средств по этому списку необходимых, есть ли у вас счета в иностранных банках. Заранее узнайте весь список необходимых документов на получение визы, в частности, Испании. Вопрос 6-й, который стоит себе задать перед переездом в другую страну. Сколько денег вам нужно будет на жизнь в этой стране? Для этого стоит узнать все траты, которые могут быть в этой стране, ну, в частности, в Испании. Либо это будет аренда жилья и коммунальные платежи, налоги, если это у вас свое жилье, транспортные расходы, медицинские расходы, страховки, продукты питания, необходимые какие-то траты и так далее. Все зависит от количества членов вашей семьи. Стоит посчитать заранее, узнать, какие траты у вас возможны ежемесячные, сравнить с тем доходом, который вы будете получать ежемесячно, и посмотреть, если тратить вы будете больше в месяц, чем получать денег, то, соответственно, у вас должна быть денежная подушка безопасности, поднакопить какие-то средства и переезжать уже зная, что у вас есть в запасе время на то, чтобы сменить работу, как-то расширить свой заработок здесь, в Европе, может быть, получить дистанционную работу, то есть какой-то фриланс и так далее. Как-то оптимизировать свои траты, на чем-то перераспределить свои траты. В общем, вот этот вопрос 6-й. Сколько денег вам придется тратить в месяц в новой для вас стране? Это тоже очень важный, и тоже стоит о нем позаботиться заранее, собрать всю возможную информацию. Ну и вопрос 7-й из моего такого списка вопросов, которые необходимо задать себе перед переездом в другую страну, ну, кстати, или в другой город, это, в принципе, одно и то же. Что вы оставляете в своей стране? Что или кого вы оставляете в своей стране? Мы всегда говорим для тех людей, которые переезжают, мы советуем никогда не продавать последнюю недвижимость, которая есть в вашей стране или в вашем городе. Может получиться так, что не срастется что-то в новом месте, не будет возможности зарабатывать, какие-то трудности возникнут, что-то не понравится, и вдруг придется вернуться обратно, возвращаться надо куда-то, иметь свою квартиру, свой дом, дачу, что-то такое должно быть. Поэтому всегда надо подумать, что вы оставляете, кого вы оставляете, может быть, там будут ваши взрослые родители, надо подумать и продумать, как дистанционно о них заботиться, какую помощь вы можете оказать, оставить какие-то доверенности, если вы оставляете свое жилье. Доверенным людям оставить какие-то ключи от квартиры, от дачи. Во всяком случае, продумать вот этот вариант тоже очень важно. И всегда знать, что жизнь, она может повернуться любым путем пойти. И жизнь, она непредсказуема. Поэтому лучше
лучше продумать все на берегу, знать вот эти ответы на эти вопросы, и тогда можно уже построить свою жизнь в новой стране гораздо более спокойно, предсказуемо и благополучно. Итак, друзья, вот 7 вопросов, которые я вам сегодня назвала, это вопросы, основанные на лично нашем опыте переезда, опыте наших знакомых, друзей. И действительно, я рекомендую вам задать себе такие вопросы, если вы готовитесь к переезду в другую страну. Это может быть Испания, Германия, я не знаю, Канада, Арабские Эмираты или в другой город. Ответив на эти вопросы, вы уже для себя поймете правильность вашего решения, вам будет легче уже следовать своему плану, вы составите для себя какой-то план, вы будете понимать, что вас может ожидать, то есть это у вас будет такой небольшой бизнес-план вашего переезда, тем более, если вы едете с маленькими детьми, если вы едете с пожилыми родственниками, вы несете за них ответственность, поэтому всегда стоит продумать, стоит ли это делать, что вас может ожидать, просчитать свои риски, и это будет очень ответственное, правильное решение. Ну что ж, друзья, если этот ролик был для вас полезный, не забудьте поддержать наше видео лайком. Кто не подписан на наш канал, обязательно подписывайтесь, потому что здесь мы рассказываем о жизни в Испании, проводим интересные интервью. Одна из новых наших рубрик – это интервью с интересными людьми, с разными людьми, которые здесь живут, переезжают или уезжают, неважно. Вот. Это все всегда будет вам доступно, абсолютно бесплатно на нашем канале. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, рекомендуйте нас друзьям, а мы всегда вас ждем вновь в новых наших роликах на канале «Мы в Испании», из провинции Аликанте, из Испании. Татьяна и Алексей. С любовью и уважением. Hasta luego, amigos. Встретимся вновь на нашем канале. Пока-пока.